Всем привет, с вами Супер Джек. Сегодня мы в игре War Thunder и на обзоре у нас Су-85. Ну что ж, давайте-ка начнем с истории. Су-85 создана на базе среднего танка Т-34 и штурмового орудия Су-122 и запущена в производство летом 1943 года. Машины этой марки выпускались на Уральском заводе тяжелого машиностроения с августа 1943 по август 1944 года. Всего было построено 2334 самоходки. 85-мм орудие Д-5С позволяло Су-85 эффективно бороться со средними танками противника на дистанциях более километра, а на меньших дистанциях и пробивать лобовую броню тяжелых танков. Вооружение. Основным вооружением Су-85 являлась нарезная 85-мм пушка Д-5, выпускавшаяся в двух модификациях Д-5С-85 и Д-5С-85А. Эти варианты различались методом изготовления ствола и конструкцией затвора. Боеприпасы составляли вот такие вот снаряды. БР-365П – подкалиберный бронебойный снаряд. БР-365 – тупоголовый с баллистическим наконечником. БР-365К – остроголовый с локализаторами. И О-365К – стальная осколочная цельнокорпусная граната с взрывателем КТМ. Су-85 приняли боевое крещение осенью 1943 года в боях за левобережную Украину, показали себя высокоэффективным противотанковым средством. В дальнейшем использовались до самого конца войны. После принятия на вооружение среднего танка Т-34-85, вооруженного той же пушкой самоходки, были сняты с производства и постепенно заменились более мощным Су-100. Теперь вы знаете историю создания Су-85. Давайте рассмотрим его характеристики в игре. Толщина бронекорпуса и всего, что здесь есть, 45 мм. Но есть некоторые места, где нас, скорее всего, не смогут пробить. Вот здесь вот траки стоят, и получается общая толщина 87 мм. То есть это может спасти от некоторых снарядов танка ПЗ-4 F2. И то вряд ли. Допустим, от кумулятива, скорее всего, защитит. Ну, еще может от камерных защитить только, может, рикошет будет в маленьком шансе. Шанс маленький, но может такой быть. Вот здесь у нас, получается, находится командир, башня командира. И вот такая вот у нас компоновка экипажа. Все расположено не прям, так скажу, чтобы хорошо. И танк очень хорошо подрывается, но если мы будем аккуратны, то наши снаряды не будут взрываться, наши боеприпасы. Двигатель у нас сзади, поджигается не так легко, как Пантера, но все-таки иногда бывает, что из-за того, что здесь так много топливных баков, танк горит. Для этого надо все время прокачивать огнетушитель, который у нас здесь вот огнетушитель такой. Что ж, давайте посмотрим, как танк показывает себя в бою. Кстати, скорость он развивает 57 км в час. Мощность двигателя 442 лошадиных силы. Масса 29 тонн. Это неплохо, так как скорость мы можем реально развить такую, но вряд ли где-то, только с горы съедем. Приступим к бою. Итак, у нас сейчас локация Тунис. Превосходство. 3 точки, не очень хороший режим, потому что надо контролировать все 3 точки, что не так уж сильно легко, как кажется. Выезжаем на Су-85, у нас тут есть дублеры на всякий случай. Мы появились, все нормально. Вот столько вот
боеприпасов у нас находится здесь. То есть не сильно подрывается танк, но все-таки надо поаккуратнее брать, не так делать. Я думаю, вы это понимаете. Ну что ж, продолжим. Я думаю, теперь меня слышно получше, так как я решил сбавить звуки музыки. Ну, вот так вот мы играем на них. Только начали бой, уже откатились куда-то. Что ж, поехали захватывать точку А. Ой, это шляпка, точно сегодня. Это вчера же 1 апреля, получается. Тут шляпы такие. Я их потом уберу. Думаю. Так, мы едем в атаку. Потихонечку. Б никто не контролирует, но я один не смогу контролировать Б, так что я отправился на точку А. Итак, продолжаем ехать. Сейчас вы увидите, насколько мощный калибр у этой САУ. Вот смотрите. 125 миллиметров на 500 метров. Это очень хороший показатель. Можно пробивать даже пантеры, зная места, где их пробивать. Нас же могут пробить практически все. Бывают, конечно, рикошеты, но они не такие частые, как кажется. Нас расстреляют сейчас, вырубили. Это ужасно, но правда такова. Так, давай, ужасный тварь, погибай, yes. Вот так вот мы разделали сверхъестественный. Получил зенитку. Да. На Су-85 можно выбраться из любой ситуации. Практически из любой. Даже в этой ситуации мы потеряли только мехвода. Все остальные целы. Но лучше больше не встречаться с Вильгельвиндом вообще. Так как это очень хороший противник. В плане того, что он хорошо нас пробивает. Так, сейчас мы зайдем в тыл. А хотя здесь уже никого нет. Будем контролировать точку А. Походу ее на ней кто-то находится. Так, сейчас мы уничтожим этого тигра. Или что-то тигроподобное. Это ВК вроде бы, если не ошибаюсь. Критические повреждения. Мы кританули наводчика. И теперь вот так вот мы делаем. Вот так вот, и нас уничтожил КЗ-4. Мы сыграли себе неплохо. Мы кританули наводчика тигру и заряжаем. Отлично. Теперь мы будем мстить за наш. И выйдем на Су-85 на 85. Потихонечку будем продвигаться. На Су-85 вообще лучше занимать какие-либо позиции хорошие. Так как эта машина как раз таки создана для засад и всего другого. Но также и для атак, если в городе. Но постепенно. Как я в данном видео. Итак, контролирует тигр, надо сказать. Это ужасно просто. Победить надо всех. Так, у нас тут дымы, и мы уже тут успеваем немножечко реабилитироваться, но нет. Тигр нас почти заметил.
очень сложно выйти из этой ситуации. Но мы сможем. Так, мы перебираемся и сейчас я думаю, ты дашь упор этой твари немецкой. Так, мы едем дальше. Танкануло. Техника уничтожена. Отлично. Око за око. Ты отомстил за себя. Ну а теперь тигр. Это конец. Для тебя, тигр. 2 рикошета подряд. Мы просто тащим. Это настоящее тащерство. Попадание, и мы ничего ему не сделали. Он нас, в свою очередь, уничтожил. Недолго мы вот так вот. Ну что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Супер Джек.